Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что будет? Что будет дальше? Что на сердце? Что в доме? Что в дороге? Что на пороге? Вот давайте такие простые вопросы с вами зададим. И вначале мы, конечно, сделаем сигнификацию, по которой вы можете определить, насколько данный расклад подходит вам. С чем это будет связано, какую нам историю вообще раскроют карты и кому готовы дать подсказки, да, мы все разные. Поэтому перекладывайте те карты, которые выпадут на себя, на события своей жизни, насколько та или иная карта откликается вашей душе. Но сигнификация и первые вопросы: кто же вы, с кем сегодня готовы разговаривать карты? Ну, вы очень миролюбивый человек и способны помогать, радоваться. Не просто вот говорят, знаете, что да, сочувствовать может практически каждый, а вот искренне порадоваться за кого-то, вот это каждому не дано. Так вот вы как раз искренний человек, который может радоваться. И более того, у кого-то и сейчас из вас как новый проект, новая работа, да, вот птенец у нас родился как что-то новое, рождение чего-то нового. Может быть, это и вы предвкушаете, что вот-вот что-то должно измениться, какие-то перемены уже, да, и вы где-то этим тоже воодушевлены. Все же карта праздника у кого-то из вас основная тема, как собрать свою команду, тех людей, которым я могу доверять. Для кого-то из вас это сделать необходимо, потому что может быть вопрос, который связан либо с новым направлением в работе, и тут у каждого по-своему. У кого-то сама по себе работа вообще новая, да, а у кого-то именно направление. Может быть, и в виде ресурсов. Все-таки шестерка мечей может нам говорить о... Всегда ведь это пространство, эфир, интернет. У кого-то работа в интернет, удаленная работа. У кого-то изучение языков, может быть, да, потому что есть какой-то явно план или есть команда. Тут вы чувствуете, что для вас необходимо сейчас быть правильно понятым, может быть и так. Или какой-то вам план, чтобы осуществить так вот красиво, элегантно, вписаться в какие-то жизненные повороты. Не хватает знаний. Поэтому кому-то приобретать знания, неважно, сколько вам лет, вам это не чуждо. У кого-то несколько жизненных этапов. Нам человек показан, который отплывает от прежнего берега, причем такого безжизненного, в какая-то выжженная степь. Ничего не растет, бесконечная какая-то серость, осень и что-то... Ну, тут нечего, будем говорить, ожидать, что что-то вдруг изменится. Поэтому кто-то набрался мужества, я иду вперед. И вполне вероятно, какую-то тему прежнюю вы закрыли совсем недавно. Может быть, тема во взаимоотношениях, а у кого-то из вас тема работы. Карта мага. Что происходит сейчас? У кого-то из вас на кону, может быть, даже сложные взаимоотношения с конкретной персоной. Может быть, это организации, должностные лица. Вот есть какой-то маг-волшебник вашей жизни, будем говорить. И он же одновременно великий манипулятор. Явно есть какая-то персона, от которой вы не ждете, что придет искренность. Может быть и так. Для кого-то из вас это вы где-то, да, вот как новый путь для себя создаете или уже как в состоянии готовности начать что-то, но, может быть, какая-то еще история из прошлого вами не решена. Или тут может быть и по-другому. Уже готов или готова. Вот первые шаги, как в будущее, да, переключить свое внимание на что-то другое, на новый поиск работы, например, да, или новое направление в бизнесе, новые отношения, но что-то еще вас держит. Все же манипуляции, они проходят, увы, по магу, потому как, ну, это те люди, которые умеют правильно выстраивать для себя как минимум отношения, но эта карта будет говорить и о вас. Вы сами маги и волшебники. И поэтому тут не надо кого-то ждать. Маг живет по своей указке. Вот вам, может быть, отчасти, но такие осторожные действия, но все же отталкиваемся именно от того, что же мы хотим совершить. Что мы хотим завершить? Изящное завершение сама по себе карта. По этой карте мы в прошлое закрываем дверь. Ну, где-то один символ, да, явно есть. Или вот этот
безжизненный берег, или пусть это какая-то история с работой, с человеком, когда, ну, уже как прежде так не будет. Обстоятельства, может быть, поменялись, приказы какие-то поменялись, законы поменялись, человек поменялся, да, и в ту сторону, когда там уже как будто все понятно, что это такое вообще, с чем это связано. С эмоциями, мои дорогие. Вы знаете, у кого-то, правда, может быть и любовный треугольник. Ну, иногда тройка чаш, она именно так и транслируется, хотя не в этой колоде. Может быть, это у вас какой-то выбор, когда вы уже готовы, да? Вот как бы отказаться от того, что вам знакомо, но надоело или замучило. И вы какое-то время, может быть, собирались с чувствами, с толком, с расстановкой, и уже вот теперь делаете этот первый шаг. Но на подсознании вы все равно ждете какой-то встречи, что что-то вернется. А карта нам говорит, да нет, тут как будто нужно вдохновиться именно чем-то новым. Здесь, знаете, может быть долгая история, когда была даже семья, и в семье, ну, что-то пошло не так. Может быть, это было связано, ну, с поведением именно партнера и какие-то третьи силы, третьи люди, третьи лица, да. Или когда, пусть это не было связано с людьми, а были какие-то внешние условности, обстоятельства, и, увы, может быть, человек сделал выбор не в пользу вас. Это может быть и материальный какой-то вопрос, почему нет. Или то, что для него было более предпочтительно. Но явно существует то, что вас как в застенках удерживает. Но наступило время уже в этом поставить точку. Для кого-то из вас на кону переезд, если мы говорим, или тут может быть, знаете, как вынуждены, вы тоже, ну, как будто для себя прежде, да, вот что сейчас происходит. Тут есть еще вопросы, которые не согласованы до конца, это точно. У кого-то конкретно в отношениях, у кого-то это касается, может быть, недвижимости, жилья, какого-то возможного переезда или какой-то поездки. Вы-то уже как будто все равно в том направлении движетесь, что вы не хотите, чтобы повторилось как прежде что-то, потому как, ну, это уже не имеет для вас какого-то интереса и смысла. Вам не хочется вернуться как назад, еще раз испытать какие-то минусовые эмоции. Но остались надежды, мои дорогие. Или вот эти воспоминания вас буквально держат в каких-то застенках. А что это такое? С чем это связано? Ничего не меняется. День сурка. Вы никак не можете на что-то решиться. Вы могли получать недавно какое-то сведение. Ну вот смотрите, опять вроде бы и первый ряд, ведь такие добрые карты, но вот одна заноза, десятка мечей. И все-таки человек намеренно собирается построить свое благополучие в каком-то другом направлении. И второй ряд, опять же, что-то радовало, туз пентаклей, что-то начиналось, увы, не продолжалось. Неожиданные действия со стороны лиц определенных, или, может быть, это даже связано, ну, с какой-то финансовой ситуацией или документом, вы уже были уверены, что он у вас в кармане, а вы его, тем не менее, не получили. И теперь вы ищете другие выходы, подходы, как же вам решить этот вопрос. И тут непонятно, не то действовать. Вот смотрите, вообще по тузу Пентаклей мы должны совершить первое действие. Принять решение, где-то набраться решимости и вот именно активность, хотя бы первый шаг. Но по бокам не решаемся. Зверьку этому страшно. Страшно, ну да, это как по преданию. Будет эта тень или не будет? Или, ай ну его, сейчас я обратно в эту норку, и как-то там надежней. Темновато, да, ничего, потерплю. Зато все понятно, и я вроде как под защитой. Ну, так не устраивает. Ведь так тоже не может продолжаться бесконечно. Так вот, с одной стороны, какие-то внутренние страхи, с другой стороны, может быть, конкретные персоны, которые вот так вот развернулись и пошли. Кто-то из вас пережил сложную ситуацию именно потому, что это было много раз. Какой-то дежавю. Уход, приход. Обещание, а потом ничего. И это может быть по документам. У кого-то много судов. И вы каждый раз что-то начинали и в надежде, что ну, вот сейчас это получится. Но вот наступает тот момент именно в этой колоде. Посмотрите, девушка смотрит вслед уходящему мужчине,
и платочек у нее в руках, и она не плачет. Нет, она как будто его сжимает и хочет ему сказать: "Пошел, вот и иди". Какое-то решение. Восьмерка чаш не случайно, потому что по восьмерке чаш мы находимся в состоянии выбора. Вот у вас сейчас какой-то выбор. Выбор, что мне делать дальше, и вообще непонятно. Но вроде как и назад-то тоже не очень хочется. И поэтому где-то хочется, чтобы какая-то история, которая еще у вас греет душу, она была продолжена. Но, скорее всего, этого не происходит. Дорога к свету, так называется в этой колоде 20-й старший аркан. Выздоровление, мои дорогие. Выздоровление от какой-то сложной ситуации запутанной зависит целиком и полностью от вас. И теперь вперед придется. Назад мы не пойдем. И вот смотрите, наша девушка, тут какое-то вдохновение все-таки вам, ну, необходимо, что ли. Или как интерес. Интерес, может быть, даже к работе, к какому-то увлечению. Если это, предположим, были сложные отношения, которые вас внутренне разрушили. Может быть, это наоборот даже, да, как когда вроде бы в семье все хорошо, может быть и так, вот почему нет? Но хочется самостоятельности, потому что долгое время мы как будто зависели от кого-то, да, все же карта мага. И вот теперь мне это надоело, и я уже хочу как новых берегов. Я хочу сама управлять своей жизнью, потому что я вечно вынуждена в каких-то условностях чужих жить. И это для вас будет очень важно. Именно обрести свое спокойствие или какой-то свой фундамент, но тогда нужно оттолкнуться от того, чем вам хочется заниматься. К чему есть предпосылки, предпочтения, навыки, ресурсы, профессия, у кого что. И вот падающие лучи света, как будто, смотрите, даже создают среди какой-то заснеженной пустыни, холода, цветы, цветы прорастают. Здесь нет ничего невозможного. Ваша жизнь меняется, мои дорогие, и это вам может быть очень сложно. Причем вот именно так может быть полярно, да? Выбор, может быть, стоит у кого-то между людьми, а у кого-то, когда все хорошо в семье, все прекрасно, но есть какая-то червоточина, потому что именно самовыражения хочется, больше индивидуальности хочется, а у кого-то наоборот, ожидание человека, который не придет, и тут там нас тогда будут переключать все равно. Ну, может быть, даже вопросы труда, работы или когда, ну, мы больше как бы раскрываем свою индивидуальность по шестерке мечей. Это ведь наше решение. Да, может быть, и необходима мудрость, но и мужество. Вот кто-то набирается мужества. Вот перекладывайте, насколько это откликается в вас, а мы пойдем сейчас дальше. Кому недостаточно, ставьте на паузу или пересмотрите заново, насколько это подходит вам. И мы сейчас зададим основные вопросы. Так что будет дальше? Что будет на сердце? Что будет в доме? Что будет в дороге? И что будет на пороге? Эмоций много, это правда. Это там карты показали. Так что будет на сердце? Что на сердце? Король чаш. Лавировать придется между эмоциями и материальным миром. У кого-то личная жизнь, никуда она не делась, все это продолжается, у кого-то на кону примирение, у кого-то по аркану мир, старший аркан, подведение итогов каких-то очень важных, может быть, опять же, по части отношений или работы. Но все же по аркану мир, вы знаете, тут как границы падают, какие-то барьеры падают, нет ничего невозможного. Для тех из вас, кто осваивает, правда, та вот шестерка мечей, новую профессию или чему-то обучается, может быть, и онлайн. Эта карта может свидетельствовать о росте вашей популярности. По аркану мир здесь кому что нужно. Кто хочет славы, кто хочет популярности, кто хочет денег. Главное поставить перед собой цель. Какой-то период будьте готовы, вот что на сердце. Тут на сердце какие-то воспоминания, они будут еще греть, да? Но есть и явно какая-то история, которая по семерке пентаклей, ну, идет в затяжку. Здесь что-то быстро не развивается. Так что будет, что на сердце? По рыцарю Пентакля у кого-то правда.
мысль ваша переходит в действие. И причем такие целенаправленные, аккуратные действия. Кто-то из вас будет, может быть, учиться разграничивать эмоции, чувства и какие-то злободневные вопросы, которые касаются именно мира материального. Или для кого-то из вас наступает время не жить только эмоциями, а, знаете, именно такую создать пару, семью, если это, допустим, касается личной жизни, все же король чаш, когда человек не просто ну, как бы вроде присутствует, а вроде бы его и нет. А когда в вашу сторону какое-то внимание, когда вам, может быть, тоже какое-то содействие оказывают или участие в вашей жизни, что на сердце. По шестерке пентаклей. Ну вот интересно, 3 пентаклевые карты. Вы знаете, кто-то из вас, может быть, как вот по этой карте, что на сердце. На сердце многое всего, но вы учитесь управлять своими чувствами. И в этом вам помогает решение материальных вопросов. То есть одно дело чувство, на материальный мир не переложишь, а есть какая-то реальность. Может быть, для кого-то из вас что на сердце. Вот буквально, что вас будет радовать, решение финансовых вопросов. И тут вам как будто помощь высших сил в руки или какое-то содействие. Может быть, у кого-то, если вы прежде не могли работать, вы найти, допустим, да, то вы ее здесь находите. По шестерке пентаклей, может быть, у вас будет даже тот человек на сердце, да, мы говорим, который, тем не менее, вам придет на помощь. Все-таки по шестерке пентаклей это не просто даже, да, как ну, какая-то случайность, неожиданность, или когда нам как-то удачно складываются обстоятельства. Вот этот момент тоже примите к сведению. Ну, вот время поэтому мы и не должны терять, потому что пока мы там соберемся, а уже энергии другие. Но это может быть еще и конкретная помощь, какая-то материальная, со стороны того человека, который вам уже знаком. Или взаимодействие с ним. Королева Пентаклей. Но это та, которая умеет сказку сделать былью. Что на сердце? Да вы действительно с чем-то останетесь довольны. Более того, ну да, наверное, очень важно о себе не забыть. Ведь сказка, да, если мы говорим, или та идея, которая в голове рождается, в ментальности, умеет ее королева Пентаклей воплотить в жизнь реальную. Поэтому какая-то задуманная тема у вас может осуществиться. Для кого-то из вас от начала до конца, как придворные кубковые карты говорят о наших близких или о супругах. Точно так же королева Пентаклей. Пусть это даже отношения в паре или те отношения, которые, ну, вы вместе. Ну, я допускаю, может быть, вы, ну, какие-то там и проходите в своих отношениях сложности, но, может быть, двое учатся как будто понимать друг друга заново. Вполне вероятно так. Но, тем не менее, в полярных как бы находится энергиях. Король чаш, ну вот единственный персонаж в колоде, да, который умеет и чувства дарить, и любовь тоже и дарить, и принимать. Королева Пентакли, она все-таки более земная женщина, реальная женщина. Да, это добрая хозяйка, это заботливая мать, любящая жена. То есть тут вот много таких хороших о человеке качеств, нам говорит карта, но отталкивается от реальной жизни. Она не будет мечтать по по какому-то поводу, который нереалистичен, который она же сама создать не может. Поэтому тут у кого-то может быть даже и пересмотр некоторых взаимоотношений, отчасти сотрудничество, да, может быть, как была какая-то одна тема, да, может быть, это даже отношения, которые строились на чувствах, а вот теперь материализмы. Вот именно материальный вопрос, который сейчас стоит на повестке дня недель. Это наиболее активное. Разговоры- это все прекрасно, обещания тоже. А вот в реальной-то жизни что происходит? Тогда у вас сильная позиция, точно. На сердце как будто работа. Слушайте, не хотел бы так сказать, но так оно получается. Была, может быть, какая-то задержка. Ну, пусть не работа, документы. Была задержка, ничего не мог сделать. Или вот если действовать одним методом, так ничего не получится. Может быть, для кого-то это связано с поездками, переездами. Или работа,
Из любой точки мира. Ну вот нужно как будто стартануть куда-то, но вот не складывалась финансовая ситуация или пусть документальная ситуация, или по работе тут что-то явно, ну, было вот в этой задержке. Вы ждали документов или какого-то удачного момента. Все же вижу, тут по нарастающей, посмотрите, тут явный прогресс. И это что на сердце? Так вот, как ни странно, на сердце будут решения именно таких злободневных вопросов. Те, которые конкретные, это не абстрактные. Да, пусть это не совсем про чувства, но, видимо, вам это дает чувство уверенности. Вот вам сейчас просто необходимо, как воздух, именно чувство уверенности. И мы ведь спросили, что будет. Поэтому, может быть, даже, да, кем угодно может быть этот человек. У кого-то просто может быть контакт с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Может быть, тут взаимодействие обратное, да. Человек какой-то, либо вы с человеком на расстоянии, да. Но, тем не менее, тут есть контакт. Здесь никто не... Ну, все же, может быть, и на расстоянии, но, тем не менее, взаимодействие какое-то есть. Может быть, и редкое, может быть, там или наоборот, у кого-то все хорошо, да. Но вот сейчас именно какое-то самовыражение — это то, что у вас на сердце. Ну вот интересно, ну давайте мы тогда спросим, а что в доме? То есть нам карты однозначно сказали, решение финансовых тем — это задача номер раз. А что в доме? Тут прям по правосудию. Тут надо, возможно, кому-то из вас оформление жилья предстоит. Или, может быть, вы этим вопросом занимались прежде, а не получилось. Может быть, у кого-то были в судах уже вопросы завершились, или, может быть, и продолжаются, но они вам не приносят ясности. Но тут в доме что-то непонятное, по крайней мере, что будет. Вы знаете, тут у кого-то из вас действительно проходят необходимые консультации или слушания в суде, которые касаются недвижимости. Или вы какие-то посещаете инстанции ответственных лиц, может быть, юристов, адвокатов, все-таки аркан правосудия. Вы пытаетесь решить какой-то вопрос, но вы знаете, будьте готовы к тому, что вердикт какой-то будет вынесен, туз жезлов, и он делит жизнь на период до и после. Так что же это в доме? Это точно, причем вы можете получить даже две новости. Сначала будет одна, да, которая так, знаете, как шансом может казаться. А потом следом идет какая-то другая новость. Может быть, вы уже где-то получили одну, да? Потому что рядом восьмерка мечей. И вроде бы и шанс, а вроде бы еще и ничего и непонятно. Но тогда следом, вот как орел несет в лапах свиток. И это карта трансформации, кстати, добрая трансформация. Когда, знаете, вот его величество случай, случайность или правильные контакты с нужными людьми, нужными лицами. Это в доме. Может быть, и в вашем доме. Это как весть от родственников, от ваших близких. Она может быть вам неожиданна. Но вам придется это принять во внимание, потому что каким-то образом вам это будет буквально помогать. Вы можете узнать, тут действительно то, что касается закона. По рыцарю мечей мы ищем правду, мы ее находим. Для кого-то из вас, может быть, и визитер будет такой дома, который вам откроет как глаза на ваше положение, на ваши возможности. Вы можете столкнуться с тем, что неожиданный какой-то визит может быть. Причем по этой карте это те люди, которых мы не знаем. Ну, недостаточно, это точно. И вот тут может быть раз, два, три каких-то новостей. Может быть какой-то даже информационный хаос. Поэтому что-то одно, но оно вот может служить как вашим решением. А другая новость, она именно потребует действий. А третья новость, она потребует того, что подумать надо сначала и найти дополнительную информацию. Вот интересно. Так что же в доме, что будет? Да, вот все карты как будто нам говорят, тебе как по судьбе решить вопросы как-то очень правильно. Может быть, это даже, знаете, какой-то альтернативный вариант вам придется рассматривать, и по-другому не пойдет. Быть готовым к компромиссу. Или придется что-то переиграть, переиначить. Себя как на что-то перестроить. Но для вас это будет означать благополучие. Рассматривайте все, мои дорогие. Не ставьте перед собой каких-то табу. Может быть, и приходится примириться, вот да, или как-то
найти взаимопонимание по некоторым вопросам, которые касаются жилья. И, может быть, даже у кого-то эта пара была семья, да, вот сейчас в процессе развода, но я пытаюсь разные варианты предоставить. Но, значит, вы-то все равно останетесь довольны, даже если вы где-то будете готовы к этому компромиссу или как что-то несколько видоизмените. Давайте спросим, что в дороге или, в принципе, какие-то перемещения. Ну, как будто перемещений по этой карте нет. Тут выбор, стоит ехать или не стоит. У кого-то на кону отношения, которые не развиваются. Правда, меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то отношения на расстоянии по разным причинам. Эмоций было много, но движения нет. И если мы в целом, даже если какие-то дороги предусматривались далекие, все-таки у вас два старших аркана, то не скажешь, что вот прямо тут буквально в ближайшее время, в ближайшие дни, ну, вы куда-то отправитесь. Но тем не менее нулевой аркан, он отчасти вам говорит о путешествиях. Причем вы могли задумать переезд или, ну, допустим, смена места жительства в одном направлении. Или вы надумали ехать в одно место. Или пусть это даже где-то по работе. Были одни контакты, были одни направления, а теперь вы все переиграете. Будьте к этому тоже готовы. Это может быть связано напрямую как и с людьми, так и обстоятельствами извне. Самое главное не замечтаться. Вот вы сейчас на дороге, смотрите, вам нужно себя сохранять. Может быть, карта говорит, если, к примеру, это было связано с конкретным человеком по принцессе мечей. Это, знаете, про образ Медузы Горгоны, которая, как известно, пострадала от своей наивности и доверчивости. И, возможно, нам где-то карты говорят, ты не повтори еще какую-то ошибку. Нулевой аркан. Нужно быть очень осмотрительным или осмотрительной. И, может быть, себе сказать, что в какой-то теме ты уже все рассмотрел. Или ты сделал все, что мог. Или ты уже, ну, как уже прошла какие-то, может быть, отношения, какое-то взаимодействие. Не надо находить еще раз какие-то старые грабли. Вот почему-то на дороге. Или вам куда-то не нужно ехать именно в том направлении, которое вы избирали прежде. Или, может быть, не в те сроки, мои дорогие. Может быть и так. А тут нужно что-то переиграть. И у вас, смотрите, 3 старших аркана. Вы можете пока не видеть. Поэтому дайте себе как минимум маневр. Маневр по времени. Как будто отступить и что-то подумать. Найти правильную информацию. Кто знает, собирались в одно место, да? И вроде бы оно уже было на кону. Но потом происходят какие-то турбулентности или какие-то новые сведения, события, и вы сами умом понимаете, и нет, вот сейчас как будто нужно притормозить, собой не рисковать. Вот на дороге не рисковать собой от начала до конца. Может быть, потом, отдаленно, тут что-то поменяется. Но мы можем думать, что у нас получится осуществить какую-то победу. В итоге эта победа будет пирова. Или нам могут встретиться такие люди, или ненадежные люди. Тут, правда, не зазеваешься с учетом принцессы мечей. И ведь это пирова победа, когда буквально карта конфликта. Либо мы куда-то доехали и оказались в конфликте. Или мы думали, что нас там ждут, а нас там не ждут, а какие-то разборки. И кто-то съездил в одно место и вынужден оттуда заново уехать. У кого-то это могло проиграться раньше. И это вы теперь уже обдумываете снова на шестерка мечей. И вы теперь сами можете, кстати, обдумывать с учетом этих карт, что уже какой-то ситуации, ведь это карта выбора, вы уже были. И, в принципе, уже какая-то траектория, чем она закончится, вам понятно. Так вот, туда я не хочу. Какая-то история, она вроде бы... У вас есть возможность, да, по умеренности. Ну, пусть где-то в размеренном таком более темпе, не скоро, но, тем не менее, что-то как будто попытаться осуществить или вернуть. Вопрос целесообразности. А надо ли? Ты можешь буквально сглупить, а потом это для тебя обернется уже какой-то знакомой историей, когда был, например, конфликт или когда было обещано. У кого-то, правда, работа удаленная, может быть, какая-то как релокация ваша, да, или, может быть, работа, связанная с командировками, тут и партнерские отношения, тут много что. Вот тут нельзя ни разу замечтаться или словно
согласиться, как прежде, как раньше. Давайте еще одну карту достану. Так что же еще в дороге? Ну, точно себя беречь. Это та, которая себя бережет. Это та, которая не говорит ни да, ни нет. Как в тени. Она никому ничего не доказывает, верховная жрица. Это карта мудрости. Более того, для кого-то из вас мало тут новостей каких-то. Так вы можете еще открыть какую-то тайну. Или случайно что-то узнать. Будьте к этому готовы. Вот это касается перемещений. Вот я бы сказала, тут в дороге нужно учиться себя беречь. По сути дела, о защите от начала до конца. Так а что же на пороге? На пороге каких событий вы стоите? Давайте заключительно что-то тут. Ну вот какой-то лабиринт пора завершать. Уже точно. То, что вы делали прежде, придется видоизменять. Иначе так мы и будем, словно в потемках блуждать. Какую-то путаницу приходит время, наступает час для себя определить более четче. Или как сделать, опять же, этот выбор. Так что на пороге? Ну вот зависшая история. Может быть, и вам уже это зависшее состояние где-то надоело. Но, может быть, на ближайшие какие-то дни тут вам дает, тем не менее, это заминка, возможность, время что-то обдумать. Или дает время узнать какие-то новости, какие-то нюансы, когда для вас это будет буквально как самозащита. Вот смотрите, тут все произойдет в свое время, что на пороге. Не пытайтесь искусственно ускорить какие-то события. Мы начинали вообще тут как бы изучение, дали решение финансовой истории. Может быть, вот для вас как раз нужно как будто укрепить свою жизнь, свои позиции, быть финансово независимыми. Вот может быть и так увидеть с разных ракурсов, да, вот этот где-то импонирует карта рыцарю мечей. Это тот, который врывается вот так вот внезапно, да, и нам преподносит ту информацию, которую мы вообще не ожидали. Вообще она у нас ни в какие ворота не лезет. И вот человек сам себя подвешивает, как будто увидеть с другой стороны проблему, с другого, как градуса, да, с другого фокуса внимания. Ну вот, видимо, как пауза, но она завершается потом, причем стремительно. Будьте готовы к тому, ведь это карта успеха. Иногда все-таки мы говорили, да, на поездке, вот только спрашивали. Так вот, у кого-то этот переезд состоится, но вполне вероятно, вы вот что-то и должны передумать, видоизменить, но каким-то образом обустроить для вас более надежно. Хотя вы можете столкнуться с такими обстоятельствами, будьте готовы. Для кого-то переезд именно как самосохранение. Вот я такого не исключаю. Семерка жезлов, вот буквально, посмотрите, как наводнение, и двое спасают сами себя. Строят тут какие-то баррикады, да. Вот вам как будто о себе сейчас нужно думать. Но вот смотрите, и тем не менее никаких же карт чувств не выпало. Может быть, поэтому нам и говорят. Вообще чувств, не про чувства. И даже аркан влюбленный, а рядом умеренность. Ну, это что-то нам хорошо знакомо, это карта выбора. Хотя, конечно, в этой колоде как будто есть какая-то взаимосвязь, и она будет какое-то, как минимум, время продолжаться, но прогресса нет. Вот как есть, так и есть. Но иногда это мы вынуждены примириться именно потому, что какой-то период времени, вот как руки перевязаны красной лентой, нам придется взаимодействовать с этими людьми или с конкретным человеком. Вот смотрите, будьте готовы, что тут мало того, что вокруг вас будет что-то стремительно меняться. Сначала пауза, а потом как вот эти перемены врываются. И вот ваша задача беречь себя, сохранять, защищать себя и очень правильно работать с информацией. Пятерка жезлов это иногда говорит, что люди могут обещать, но ничего не будут делать. Или не потому, что хитрый план строят, а потому что у человека тоже может быть какая-то своя история. И если у него наступает как время X, он вынужден переключиться на свои задачи, но и где-то вас оставить на второй план, отвести. Поэтому, ну и информация, которая может быть буквально на пороге, следом, да, которая очень противоречивая. Такая противоречивая, тут вам может что-то и не нравиться, или вы можете где-то подзастрять, потому что если вы кому-то, вот смотрите, нам ведь уже где-то там говорили прежние карты, что если ты опять на кого-то понадеешься, то ты можешь опять как
ну, условно себя обесточишь. Ты потеряешь время. Ты не увидишь какой-то реальности. Сам себе как глаза замылишь. Тут как будто нужно буквально учиться жить по-новому. У кого-то, может быть, найти недостающие сведения о ком-либо или о чем-либо, посмотреть очень здравомысляще на какую-то проблему, не пропускать ее, это факт, через эмоции и не делать так, как прежде. Вот буквально, что на пороге. Учиться придется обустраивать свою жизнь по-новому. Вы будете не одни, будет у вас какое-то сотрудничество, но опять же пентаклевые карты. Ни разу не про эмоции. Видимо, ну, мы делаем с вами такой расклад периодически, я его повторяю, поэтому мы можем смело сказать, на ближайшее время, ну, тут не про эмоции ни разу, мои дорогие. И даже жезловые карты, ведь это дела, работы, бизнес, какие-то документы, важные решения. Более того, э, принцесса мечей. Я говорила про образ Медузы Горгоны. Прочитайте на моем сайте. И я думаю, вот это представление, каждая карта имеет свой архетип. И вы будете понимать, что же вам советуют карты и как вы это можете переложить на вашу жизнь. Давайте, мне хочется спросить. м, Тут и упустить чего-то нельзя. Но и, вы знаете, сказать, что кому-то просто довериться, надеть розовые очки, да ни разу. Потому что обещаниями могут накормить. А тут как будто наводнение, тут уже надо что-то предпринимать. Может быть, предпринимать даже, готовиться к чему-то как новому или готовить себя, да, вот как через знание, что-то менять, изменить. Может быть и так. И это сделать необходимо, потому что, ну, как внешние события к этому принуждают. Карта совет. Ну, не замечтайся, опять же, да, вот посмотрите. Семерка мечей. Хоть мы и называем карта вора, но у кого-то буквально, будьте внимательны. К деньгам, вот опять же, да, портмоне, сумочкам, паролям аккаунтов. Если вы осваиваете какие-то новые технологии, может быть, периодически их менять. Но тут конкретно посмотрите, вот такая молодая особа, очень привлекательная, да еще и вон с павлиним пером. А на заднем плане молодой человек, в общем-то джентльмен, и девушка его, которая глазки закрыла, головку на плечо положила, и все, и она туда куда-то улетела. А у него аж глаз горит. Вот так, мои дорогие, правда. То есть мы чего-то, правда, не видим. Мы с вами, наверное, весь наш расклад об этом говорим. Поэтому надо себя беречь. И семерка жезлов мы тоже говорили, как будто вокруг наводнение, а мы тут глазки закрыли. Нет, тут надо наоборот все подмечать, принцесса жезлов. Не будь служанкой в ожидании. Вот так и называется служанка в ожидании. Когда мы кого-то ждем или ждем от кого-то помощи. Но вот нужно именно сейчас. Вам не то, чтобы быстро действовать. Нет, вам нужно что-то определить. Пока вот это, может быть, пауза идет какая-то, да? Сколько она будет продолжаться? День, два, может быть, неделю. А у кого-то это совсем какой-то короткий срок. И вот пока есть время, как будто нужно самому определиться с чем-то. Может быть, с какими-то законами даже, узнать что-то. Вообще, по аркану императора, ведь это мы смотрим как совет, и это организация жизни, мои дорогие. Организуйте свою жизнь в каком-то совершенно в другом ключе, потому что тут не должно быть ни иллюзий, ни пустого ожидания, ни каких-то пустых надежд. На кону император, может быть, вам совсем скоро придется действительно решать какие-то юридические вопросы. Император и Солнце. Совет. Какая-то ситуация у вас точно прояснится. У кого-то по закону, у кого-то по документам, у кого-то с человеком. Возможно, и от вас потребуются определенные действия, важные беседы. И если есть контакт, да, если есть такая возможность, или найти, может быть, какую-то информацию, юристы, адвокаты, но тут надо не ждать, тут нужно именно себя защищать и оттолкнуться от того, что вы можете сделать сейчас, прямо сейчас, а не где-то там в экзальтации. И на кону-то ведь посмотрите, вот как эти первые 2 старших аркана, повешенный. Вот пока ничего не меняется, но именно обдумывает, да, человек, а потом стремительности карта, потом успевает поворачиваться. И поэтому будьте где-то готовы к тому,
что жизнь хотим мы или нет, нас будет переключать. Вот ясность, она все-таки наступит. Нам не говорят, что мы будем в восторге от того, что мы услышим или узнаем. Но для вас это выбор правильного направления на 6-8 месяцев. И поэтому организация жизни как-то по-новому у вас уже на пороге. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, и ссылки я оставлю в описании под видео. Приглашаю на другие свои каналы, Второе Спирационе, Астро Спирационе, кто не знает. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.